Представители знака зодиака Рыбы. Рыбы и рыбки, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп. Неделя с 21 по 27 августа. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз – это лишь карты. Но я так надеюсь, вы люди интуитивные, поэтому подсказки нашего шестого чувства и метафорические образы карт помогут решить какой-то вопрос или словно просчитать для себя что-то на пару шагов вперед. Или мы с вами приятно проведем время, какой-то словом инсайт вы свой получите. И эта неделя знаменательна тем, что помимо 5 планет, которые будут в ретро-движении, с 23 числа у нас Меркурий тоже будет в ретро-движении, и мы помним, что это могут быть как сбой электронной системы расчета, какая-то информация может быть даже временами противоречивая, в целом информационный хаос какой-то может быть, могут быть и какие-то фейки, поэтому тут нужно быть очень осторожным и внимательным. Но еще и есть Нептун, который уходит в ретро-движение, мои дорогие рыбы и рыбки. Как раз Нептун может, знаете, прямое движение, если нам словно давало какую-то неопределенность. Или ведь всегда какой-то по Нептуну проходит туман, как будто для нас что-то не явно выражено, или какие-то сомнения нас все время мучают. Вот как раз с ретро-движения тайное становится явным. Для нас что-то проясняется, более очевидно. Какие-то приходят, может быть, события развиваются таким образом, и с ними приходят какие-то новости, когда есть какая-то конкретика, и это в целом для нас больше позитивно. И до 25 числа трин Венеры к Хирону. Хирон – могучий кентавр, символ израненного целителя. И здесь как залечить раны прошлых отношений, услышать желание своего сердца, куда оно нас зовет. Или где-то это может быть, знаете, как словно исцеление после какой-то сложной или сложного периода, или сложного и продолжительной какой-то, может быть, ситуации, которая для вас тоже была для кого-то обременительна, а для кого-то, ну, и психологически сложна, тяжела. Так тоже может быть. Для себя словно самого или самой, ну, с чем-то определиться наверняка вот в эту неделю будет очень хорошо. Что важно знать? Давайте достанем первую карту. Или чему больше будем уделять внимание? По мнению карт, конечно, чего не избежать или неожиданности. Чему сейчас не время, а что нам будет помогать? Что от меня скрыто? Чего я могу сейчас пока не видеть? А по факту это может быть и вскроется. И по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес, деньги и личная жизнь. Что важно знать? Какая-то радостная новость, у кого-то путешествие, у кого-то поездка, у кого-то подарок, у кого-то комплименты, может быть, вопросы любви в ваших отношениях или какая-то сама по себе, может быть, как информация приходит, она вас радует, безусловно, есть вдохновение. Рыцарь кубков, есть приятные эмоции, значит, больше позитива на неделе, мои дорогие рыбы и рыбки, и это уже само по себе хорошо. А может быть, у кого-то приятная поездка, правда? И такое тоже может проиграться. Чего не избежать? Знаете, по тройке мечей чего не избежать? Какая-то прежняя ситуация может быть не решится окончательно. Или есть наше какое-то сожаление, какой-то печальный опыт, который нас уже не ранит. Но тем не менее мы, наверное, от каких-то мыслей еще не избавимся окончательно. По этой карте нет каких-то, знаете, происшествий или не предполагается смены событий. Здесь ситуация из прошлого, причем та, которая, ну, нам совершенно не нравится. Но, увы, это уже случилось, произошло. Карта говорит, что наша жизнь состоит не только из радости, где-то и из боли, увы, тоже. Но это уже было в прошлом, а теперь мы как раз, словно наше сердце, оно не поддается вот той прежней ране или тому острому какому-то процессу, наверное, действительно проигрывается вот этот трин Венеры к Хирону, когда мы можем излечиться
от какой-то прежней боли, от прежних разочарований. И на место переживаниям приходит здоровое равнодушие. Это нам дает определенную неуязвимость. Мы сильнее, потому что у нас есть печальный опыт. Ведь опыт печальный, ведь это очень важно. Нам бывает больно в тот момент, когда что-то происходит не так, что-то рушится, или нас предают, или какая-то тяжелая ситуация. Но по прошествию событий, времени, мы приходим к выводу, что нас настолько сделала эта ситуация, пережитая, сильными, что, с одной стороны, мы не повторим какой-то прежний опыт, а с другой стороны, мы, как провидцы, мы можем уже предвидеть на пару шагов вперед, куда будут развиваться события. Нас сложно на какую-то минусовую эмоцию вывести. И вот это здоровое равнодушие нам как раз помогает увидеть без эмоций, что есть по факту. Видимо, для вас может быть очень ощутимый тот момент, когда и Нептун как раз в ретро-движении, то, что прежде для нас было словно скрыто, будет ясно к пониманию, но опять же уже не ранит, уже никак, отболело, отгорело, уже мы не реагируем. Сильная позиция в целом, но нет каких-то турбулентностей или американских горок по этим двум картам, хотя у кого-то может проиграться, что приятные какие-то либо встречи, либо поездки, либо просто эмоции. Чему сейчас не время? А нет ничего такого, что чему бы было не время, десятка кубков, как раз действительно какой-то спокойно плодотворный период жизни, когда мы отстраненно видим какие-то минусы, и реальность такова, что да, есть в нашей жизни какие-то моменты, которые нам просто приходится пережить, смириться где-то с реальностью, может быть, или с течением жизни. И вот здесь нам лишь говорят о том, что, знаете, где-то, может быть, неделя предполагается с учетом вот этих двух карт сама по себе больше с позитивными эмоциями. Но вот не расслабишься, бы сказал, или не думай, что теперь как бы какая-то ситуация будет статично по нарастающей, все к лучшему, к лучшему и к лучшему. Нет, где-то успей вдохновиться в течение этой недели, больше об этом говорят. Сумей порадоваться, может быть, сумей сохранить все то хорошее, что к тебе приходит на этой неделе, потому что жизнь наша, там все время с переменами, и нужно принять во внимание, что какие-то в последующем наши усилия к чему-то все-таки потребуются. Видимо, придется что-то для нас еще развивать или обстоятельства нашей жизни еще будут меняться. Но у нас время сейчас, наверное, такое. И поэтому сказать, что мы полностью вот так вот расслабились, ну, наверное, этому не время. Хотя сама по себе неделя для вас, мои дорогие рыбы и рыбки, с большим позитивом. Что нам помогает? А помогает нам рационализм и хладнокровие. Вот правда, сделать какую-то перезагрузку, уйти, или вот эту тройку мечей, если мы говорим, ведь это израненное сердце, рационально увидеть, что да, меня сейчас где-то это уже не цепляет. Я учусь радоваться по-новому. Есть какие-то, может быть, законы какие-то новые, да, которые нам помогают, или какие-то положения. Может быть, мы отправимся решать какие-то вопросы юридического порядка, или для вас знакомство, может быть, с какой-то новой местностью, или что-то мы будем изучать. Для кого-то из вас, правда, может проиграться конкретная поездка, причем туда, куда вы не планировали когда-то, а здесь нам это тоже помогает. Словно быть рациональным и в то же время идти по волне тех возможностей, которые нам дает жизнь. Для вас в целом все означает со знаком плюс. Может быть, просто допускаем из области рационального развития событий. Или то, что у меня сейчас что-то меняется, и поэтому мне словно нужно быть в разных энергиях, суметь как и радоваться, так и быстро переключиться на какую-то более хладнокровно расчетливую позицию. И для вас это будет важно тоже. Наверное, нам говорят, чему сейчас не время, да, а выпадает та карта, которому, собственно, то дело или те наши ощущения, когда всегда есть время. Карта радости, карта счастья. Счастье, время есть
всегда. И помогает, как ни странно, нам как раз больше хладнокровия или умение видеть рационально какую-то ситуацию. Значит, не должно быть в нашей жизни только одних как будто плюсов, или неправильно сказала, скорее мы не ориентируемся, либо что-то в нашей жизни будет со знаком плюс, либо что-то в нашей жизни будет только со знаком минус. Где-то допустить, что жизнь, она сама по себе словно полосатая, она словно приливы и отливы, и она чередует для нас разные события, разные ситуации. И вот переключиться между этими энергиями нам просто нужно учиться где-то на этой неделе. Видимо, вам это в целом все будет помогать. Что скрыто? Новые возможности. У кого-то по карте императора изменение статуса, может быть, у кого-то вы столкнетесь с таким человеком, который, где-то занимает как должность, имеет возможности какие-то, не боится взять какие-то обязанности. Человек достаточно властный, хладнокровный, который может где-то вам прийти на помощь, или вас судьба словно сведет с таким человеком и познакомит. У кого-то тоже, может быть, вы можете пойти решать какие-то вопросы, просто по бумагам или по делам, и познакомившись с таким, нам говорит карта, что в вашей судьбе, скорее всего, будет еще не раз встреча или какое-то взаимодействие, что-то, для чего-то вам этот человек нужен в вашей жизни. Мы просто сейчас на этом этапе недельном можем этого не видеть, и поэтому где-то с должным уважением отнестись, может быть, к тому, что нам правда дает судьба, даже в виде новых людей, новых знакомств, новых ситуаций каких-то и какой-то новой радости тоже, новых предложений. Карта может говорить, что это и ваш статус будут в последующем как будто меняться. Больше каких-то для себя плюсов вы сможете совершить, если будете, с одной стороны, пользоваться двумя энергиями и вовремя переключаться, так и для себя сумеете словно какую-то более прочную позицию занять. Вот мы можем не видеть смены собственного статуса, собственных возможностей, а именно если мы движемся вот в этих двух энергиях или умело допускаем, что в нашей жизни есть как и радости, так и разочарования, и нас это где-то уже не цепляет, то наша позиция становится в разы сильнее. Приятная, я бы сказала, в целом неделя с какими-то, может быть, и знакомствами, или, может быть, человека вы знали, но вы как-то узнаете его с другой стороны. Такое тоже может быть. Увидеть какую-то реальность для вас будет очень важным и порадоваться за самого себя. Дела, работа, бизнес. Королева Пентаклей – это та, которая сделала сама себя. Это у той, когда все под контролем. Или которая умеет из какой-то мечты сделать реальность, из хаоса умеет сделать реальность. Может быть, вы столкнетесь с таким человеком, который буквально рожден под знаком зодиака, стихии Телец, Дева, Козерог, или имеет там асцендент, или сам по себе человек такой, который может как и где-то помочь, может где-то, и советом, и деньгами, кстати, может помочь, так и вы можете рассчитывать на этого человека, потому что часто по этой карте проходят люди надежные, которых сложно словно выбить из седла, или которые умеют воспринимать реальности нашей жизни со всеми этими плюсами, минусами, то есть то, что есть по факту. Они достаточно, наверное, надежны, потому что сами побывали в разных ситуациях. Для кого-то из вас это может означать, что мне нужно быть в таких энергиях, и у вас сейчас все будет под контролем. Так и для кого-то из вас может означать помощь такого человека. Но вообще продуктивная неделя я бы сказала, на планы на будущее и на отдых. Вот в целом, правда, повторяюсь, и на какую-то реальность. Финансы. 13-й старший аркан, и я надеюсь, все правильно понимают, что это карта трансформации. Деньги как будто будут, но, видимо, отношение к деньгам мы будем менять. Уроки с деньгами как раз проходят по всем планетарным событиям, какие-то правильные выводы
В плане трат, откуда пришли деньги, в каком количестве мы можем их расходовать. Какие-то могут быть и новые перспективы по заработкам, но какая-то прежняя финансовая ситуация словно у вас может закончиться. И знаете, на смену ей приходит не менее интересное, может быть, это событие вокруг вас, все же старший аркан. Это то, на что мы не влияем. Мы должны что-то учесть. Но перед нами как будто, ведь 13-й аркан смерти, какая-то прежняя история уже не имеет значения. Мы словно будем новый какой-то опыт отстраивать, и в последующем для нас это ведь ожидаются какие-то перспективы, значит, увидеть свои собственные перспективы. И как раз у нас 13-й аркан напротив десятки кубков, а по десятке кубков баланс происходит по всем сферам нашей жизни. Поэтому словно переход, мои дорогие рыбы и рыбки, у кого-то может быть и в финансовом плане тоже, а у кого-то финансы, как может быть помощь финансовая через ваших партнеров по браку или через вашу семью, или решение каких-то семейных задач. Но есть какая-то взаимоподдержка, и это тоже может проиграться. Но переоценку ценностей как будто мы все-таки должны сделать, и какой-то тезис, план финансовый нам придется либо менять, либо пересматривать. Не будет как раньше, тут мы с этим поделать ничего не можем. И в личной жизни Паш выпадает жезлов, и по жезлам это всегда огненная энергия, это есть какой-то интерес, это всегда вдохновение карта, кстати, с учетом рыцаря кубков. Для нас может быть сама по себе неделя какая-то интересная, может быть мы что-то новое узнаем, или какая-то тема нас словно привлечет к себе, и нам захочется ее развивать, или мы начнем учить что-нибудь, у кого-то учить новый язык, или у кого-то изучать, может быть, конкретное дело, изучать, ну, предположим, да, как способы заработка или развития бизнеса, или что-то вас увлечет, или будут какие-то предпосылки извне, как предложение чем-то заняться, и вам это будет интересно, и вполне вероятно вы этим будете заниматься. А для кого-то из вас, мои дорогие рыбы и рыбки, вопросы, связанные с детьми, по пажу жезлов, тоже могут быть. Но самое главное, больше в плюс. Больше каких-то приятных эмоций, новостей, радостей, хотя есть и в чем-то и пересмотр, и есть какая-то реальность. Но мы на нее как будто на самую разную. Даже если что-то со знаком минус, мы уже смотрим больше философски. И где нужно, со здоровым равнодушием. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы и любимы всегда.